Отец каждый день видит, как сын прижимает к себе парализованную собаку, но то, что происходит несколько дней спустя, повергает его в полное недоумение. Самое страшное в его жизни было не за горами. «Ибрагим, ты снова опоздаешь в школу!» Голос Малика прорезал утренний гул их квартиры в Грозном. Маленькая фигурка Ибрагима метнулась на кухню, запихивая в рот остатки хлеба и хватая рюкзак. Его темная куртка была немного великовата, но это его не беспокоило. 8-летние мальчики не беспокоятся о таких вещах, у него есть более насущные заботы. По дороге в школу Ибрагим почувствовал, как холодный ветер обдувает его щеки. По утрам в Грозном обычно было тихо, но сегодня город казался более шумным. Шарканье ног людей, спешащих на работу, гудки машин, пытающихся обогнать утреннюю суету. Это был обычный день, но что-то привлекло внимание Ибрагима, что сделало это утро совсем необычным. Прямо впереди, там, где тротуар переходил в небольшой парк с редкими деревьями и скамейками, Ибрагим заметил нечто, заставившее его остановиться. 2 большие собаки свернулись калачиком на холодной асфальтированной земле. Одна из них была светло-коричневой, с короткой шерстью и большими выразительными глазами. Другой был черным и парализованным. Его задние лапы были неподвижны, когда он лежал рядом с другой собакой. Они нашли место, где солнце пробивалось сквозь утренние облака и давало им немного тепла, но было ясно, что у этих бездомных животных нет дома. Сердце Ибрагима учащенно забилось. Родители всегда говорили ему, что с бродячими собаками нужно быть осторожным. Они могли быть опасны. Но в этих двоих было что-то такое, что притягивало его. Не раздумывая, Ибрагим подошел к ним и протянул свою маленькую ручку. Коричневая собака встала, мягко обхватив лапами его ноги, словно прося ласки. Черная собака лежала не в силах пошевелиться, но ее глаза, полные надежды и тихой тоски, следили за Ибрагимом. «Я снова опоздаю», — подумал Ибрагим, взглянув на небо. Но собаки были слишком важны. Опустившись рядом с ними на колени, он обнял коричневого пса и нежно погладил черного, ощущая гладкую шерсть под пальцами. Казалось, они расслабились в его присутствии, полностью доверяя ему. Мир вокруг них продолжал двигаться, но для Ибрагима время остановилось. Сухие листья, разбросанные вокруг, хрустели под его коленями, и утренний воздух почему-то казался теплее, несмотря на холод. Ему хотелось сделать для них больше, но он не знал, как. Мальчик постоял еще несколько минут, погруженный в этот момент, прежде чем неохотно подняться. Он и не подозревал, что кто-то все это видел. Прохожий из соседнего жилого дома, наблюдавший за происходящим, не удержался и запечатлел трогательную сцену на камеру. Когда Ибрагим встал и ушел, его акт доброты был записан на пленку, чтобы потом поделиться с миром. К тому времени, когда Ибрагим пошел в школу, его простой жест любви к бездомным собакам уже начал распространяться по интернету. Видео было выложено позже в тот же день, и не прошло много времени, как оно привлекло к себе внимание. Следующее утро выдалось холоднее предыдущего. Ибрагим, закутанный в ту же темную куртку, снова оказался в парке, где 2 собаки покорили его сердце. Несмотря на предостережение отца, он не мог выбросить их из головы. В их беспомощности было что-то такое, что не давало ему покоя, заставляя возвращаться на то самое место на тротуаре, где они нашли полоску солнечного света. На этот раз он пришел не с пустыми руками. Покончив со вчерашним обедом, Ибрагим оставил для собак кусок хлеба и немного сыра. Он знал, что это немного, но это было все, на что он был способен. У него не было денег, чтобы купить им еды, и он знал, что не может попросить родителей, чтобы у них не возникли подозрения. Когда он приехал, собаки все еще были там. Черная, парализованная, не сдвинулась ни на дюйм. Он лежал, медленно дыша. Его задние лапы безжизненно волочились за ним,
когда он пытался пошевелиться. Однако коричневый пес встал и завилял хвостом, как только увидел приближающегося Ибрагима. Вид этого виляния наполнил Ибрагима радостью, которую он не мог объяснить. Пес как будто только и ждал его. Опустившись на колени, Ибрагим предложил собакам хлеб и сыр, которые они с жадностью проглотили. Он не смог удержаться от смеха, когда коричневый пес придвинулся к нему поближе, практически требуя большего внимания. Черный пес, хотя и не мог пошевелиться, все еще смотрел на Ибрагима все теми же умоляющими глазами, словно благодарил его за то, что он просто был рядом. На мгновение Ибрагим забыл о школе, забыл обо всем на свете. Он был всего лишь мальчиком, сидевшим на земле рядом с двумя собаками, которые нуждались в нем, и в тот момент он нес за них ответственность. Он крепко обнял их и шепотом пообещал: «Я принесу вам завтра еще еды, клянусь». Он сам того не заметил, но за его действиями снова наблюдали. Другой прохожий, тронутый видом мальчика, ухаживающего за бездомными собаками, снял видео и выложил его в сеть. На этот раз видео привлекло еще больше внимания, чем первое. Но, несмотря на всю известность в интернете, Ибрагим пребывал в блаженном неведении. Для него ежедневные визиты к собакам были просто частью рутины. Он делал это, потому что чувствовал, что это правильно. Дома Малик начал замечать изменения в своем сыне. Ибрагим всегда был тихим мальчиком, но в последнее время он казался рассеянным, озабоченным. Малик каждый день замечал пыль на ботинках своего сына, когда тот возвращался из школы, а от его куртки исходил слабый собачий запах. Это. Малик и раньше слышал, как Ибрагим говорил о бродячих собаках, но не придавал этому особого значения. Мальчикам нравились животные, это было естественно. Но на этот раз что-то изменилось. Однажды вечером, когда они сидели вместе за обеденным столом, Малик решил спросить напрямую: «Ибрагим, почему от твоей одежды каждый день пахнет псиной?» — спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал непринужденно, хотя беспокойство было очевидным. Ибрагим застыл с вилкой на полпути ко рту. Он не ожидал, что отец заметит это. Он не был уверен, как объяснить, чем он занимался каждое утро, не заставив отца волноваться. «Там 2 собаки», — сказал он после паузы. «Одна из них ранена. Она не может ходить». Малик приподнял бровь. «Ты их кормил?» Ибрагим кивнул. «Иногда я приношу им еду на обед. У них больше нет никого, кто мог бы о них позаботиться». Сердце Малика наполнилось гордостью и беспокойством одновременно. Когда Ибрагим упомянул о собаках, в его глазах появилось новое выражение. Он говорил о них так, словно они были чем-то большим, чем просто животные, мимо которых он проходил по дороге в школу. Он заботился о них. «Я понимаю, почему ты хочешь им помочь», — осторожно сказал Малик. «Но бродячие собаки могут быть опасны, Ибрагим. Ты не знаешь, где они были и не болели ли они». «Я знаю, папа», — быстро сказал Ибрагим. «Но они не опасны. Они просто одиноки». Малик вздохнул. Он хотел доверять мнению своего сына, но как отец в нем взыграли инстинкты защитника. Он не мог позволить сыну продолжать в том же духе, не узнав больше. Поэтому на следующее утро Малик решил последовать за Ибрагимом в школу, держась на расстоянии, чтобы его не заметили. Беспокойство Малика возросло, когда он увидел, как его сын остановился в парке, опустился на колени рядом с собаками и вытащил из кармана объедки. Коричневый пес, полный жизни, стоял рядом с Ибрагимом, а черный парализованный лежал, уютно устроившись у него на коленях. Малик наблюдал, спрятавшись за деревом, как его сын нежно гладит собак, и его лицо светилось радостью. Он думал, что знает распорядок дня своего сына, но, очевидно, это не так. Теперь он видел, что каждый день его сын проводил некоторое время, прижимаясь к бездомной парализованной собаке.
На мгновение сердце Малика смягчилось. Он не понимал, как много это значило для Ибрагима, но все же в глубине души его не покидало беспокойство. Как долго это может продолжаться, прежде чем что-то пойдет не так? Малик принял решение. Лучший способ обезопасить Ибрагима – это вообще запретить ему посещать парк. Но когда он принял решение, его захлестнула волна вины. Как он мог подавить естественное сострадание, которое, казалось, так легко исходило от его сына? Как он мог погасить эту искру доброты? В ту ночь Малик придумал план. Он решил, что на следующее утро отвезет Ибрагима в школу, избегая заходов в парк, где его ждали бродячие собаки, особенно парализованные. Он не мог позволить Ибрагиму слишком сильно привязаться к нему, какими бы чистыми ни были его намерения. Это было слишком рискованно. Но у судьбы были другие планы. Когда над Грозным забрезжил рассвет, Ибрагим уже думал о собаках. Он оставил еще немного еды с ужина и был полон решимости, как всегда, заглянуть в парк перед школой. Он не заметил, как начал воплощать в жизнь отцовский план. Когда он уже собирался выскользнуть за дверь, его перехватил Малик с ключами от машины в руке. «Сегодня я отведу тебя в школу», — сказал Малик ровным и решительным голосом. Сердце Ибрагима упало. Он открыл рот, чтобы возразить, но быстро понял, что отец не собирается уступать. Малик принял решение. «Мы поговорим о собаках позже, сынок. А пока давай отправимся в путь», — добавил Малик, пресекая любые возражения. Дорога в школу была напряженной. Малик пытался завязать светскую беседу, расспрашивая об уроках и друзьях, но мысли Ибрагима были далеко отсюда, в парке с собаками, которых он не видел со вчерашнего дня. Когда они проходили по улице, ведущей к парку, Ибрагим прижался лицом к окну. Его взгляд упал на двух собак, которые сидели на своем обычном месте, словно ожидая его. У него защемило сердце. Он поднял руку, чтобы помахать им через стекло, но это было не то же самое. Было трудно скрыть печаль на его лице. Малик завез Ибрагима в школу и продолжил свой путь на работу, думая, что это решит проблему. Однако только позже, в тот же день, во время перерыва на работе, Малик испытал самое сильное потрясение в своей жизни. Один из его коллег подошел к нему с улыбкой, протягивая телефон. «Привет, Малик. Я увидел твоего ребенка в интернете. Ты, должно быть, гордишься им». Малик растерянно моргнул. «О чем ты говоришь?» Мужчина протянул Малику свой телефон, и на экране появилось видео с Ибрагимом. У Малика перехватило дыхание, когда он увидел, как его сын присел на корточки рядом с двумя бездомными собаками и с такой нежностью кормит их. Видео было просмотрено более 500 тысяч раз, распространено в социальных сетях и подхвачено некоторыми новостными агентствами. На видео было запечатлено все, но что действительно поразило людей, так это то, как Ибрагим повернулся, чтобы уйти. На мгновение заколебался, затем вернулся, чтобы обнять собак в последний раз, прежде чем отправиться в школу. У Малика скрутило живот. Сначала Малик не знал, что ему делать. Конечно, он гордился своим сыном, но в то же время беспокоился. Бродячие собаки могут быть опасны, и теперь люди по всему миру наблюдают за тем, как его сын общается с ними. Он также беспокоился о привлечении внимания. Придут ли люди искать Ибрагима? Была ли под угрозой его личная жизнь? Малик никак не ожидал, что бурный рост интернета коснется их жизни, и теперь все казалось неопределенным. В тот вечер Малик после ужина подсел к Ибрагиму. Ему нужно было рассказать сыну о том, что произошло, но он не хотел его пугать. «Ибрагим, я должен тебе кое-что показать», — сказал Малик, просматривая видео на своем телефоне. Он передал снимок Ибрагиму, глаза которого расширились, когда он увидел себя на экране. «Это я», — воскликнул Ибрагим, и в его голосе прозвучало удивление. «Кто это снимал?» «Я не знаю», — признался Малик, «но это уже посмотрели тысячи людей. Весь мир говорит о том, что ты сделал».
Лицо Ибрагима просияло. «Правда?» — спросил он со смесью благоговения и недоверия в голосе. «Им понравилось?» «Им понравилось», — сказал Малик с легкой улыбкой. «Ты показал людям, как важно быть добрым, даже к бездомным собакам». Но улыбка быстро исчезла с лица Малика, когда он продолжил. «Ибрагим, нам нужно быть осторожными. Собаки, которым ты помогаешь, бездомные собаки, не всегда в безопасности. Я горжусь тем, что ты сделал, но я также беспокоюсь». Ибрагим опустил глаза в пол. «Но, папа, черный пес даже не может ходить. Я нужен ему». Малик почувствовал, как его сердце смягчилось от слов сына. Как он мог сказать Ибрагиму, чтобы тот перестал помогать, когда было так ясно, что мальчик нашел свое призвание в заботе об этих животных? Но все же Малик не мог избавиться от беспокойства. Позже, тем же вечером, Малику позвонил местный журналист, который хотел взять у Ибрагима интервью по поводу вирусного видео. Малик колебался. Он не хотел еще больше привлекать внимание общественности к своему сыну. Но когда журналист объяснил, что внимание действительно может привести к оказанию помощи собакам, особенно парализованной, Малик начал пересматривать свое мнение. На следующее утро Малик согласился на интервью. Он решил, что это будет хорошая возможность повысить осведомленность о бездомных животных и, возможно, даже найти решение проблемы собак, к которым Ибрагим так привязался. Интервью транслировалось по местному телевидению, и вскоре эта история попала в другие СМИ. В последующие дни произошло нечто невероятное. Организации по защите животных обратились к семье Малика и предложили свою помощь. Они хотели помочь найти приют бездомным животным в Грозном, в том числе 2 собакам, за которыми ухаживал Ибрагим. Одна группа, в частности, предложила оказать медицинскую помощь парализованной собаке, которую Ибрагим теперь называл Блэки. Малик был поражен тем, как быстро развивались события. Тот день, когда Блэки отвезли к ветеринару на обследование, стал поворотным моментом для Ибрагима. Он очень беспокоился о состоянии черного пса, опасаясь, что ничего нельзя сделать. Но ветеринар сообщил обнадеживающие новости. После операции и реабилитации у Блэки, возможно, появится шанс снова ходить. Это будет нелегко, но возможно. Ибрагим был вне себя от радости. Он не мог поверить, что такая простая вещь, как кормление и объятие собаки, может привести к такому результату. И Малик впервые почувствовал умиротворение. Хотелось бы надеяться, что операция пройдет успешно, и у парализованного пса появится реальный шанс навсегда обрести дом вдали от улицы. Что бы вы сделали, если бы увидели, как ваш ребенок устанавливает неразрывную связь с парализованной собакой? Вы бы поверили, что из этого может получиться что-то невероятное? Спасибо, что смотрите эту трогательную историю. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить больше эмоциональных моментов и сюрпризов, которые согреют ваше сердце.